Друзья, привет! В этом ролике покажу одну из своих техник выполнения многослойной стрижки круглой формы боб. Заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Вот такой вариант боба я буду выполнять в этом ролике. Я разделила волосы на следующие секции. Основной пробор горизонтальный от уха до уха через наивысшую точку головы. Стрижку буду начинать с верхнего затылочного блока. Выделяю контрольную прядь и задаю желаемую длину. Здесь важно не состричь волосы на макушке. Я оттягиваю будущую контрольную прядь вниз и мысленно представляю, как она будет лежать в укладке с учетом созданного объема. Далее делаю контрольный срез. От этой прядки вертикальным пробором я выделяю еще одну прядь и с учетом помеченной длины делаю срез. Оттяжка волос 90 градусов по отношению к голове. Срез волос параллелен пробору. Далее радиальным пробором я выделяю следующую прядь, подтягиваю ее контрольно и срезаю на ее уровне. Буду двигаться от центра вправо, а затем от центра влево. Каждая простриженная прядь будет являться контрольной для новой. То есть, когда я выделяю новую прядь, я ее подтягиваю к предыдущей и срезаю на ее уровне. Таким образом я формирую слои в верхнем затылочном блоке и стрижку, можно сказать, начала с создания слоев. Некоторые мастера такую стрижку называют каскадным бобом из-за созданных слоев. Да, внешне она может напоминать каскад, но не стоит забывать, что истинный каскад – это прогрессивная форма. То есть, когда пряди оттягиваются выше 90 градусов по отношению к голове. Либо когда меняется угол среза, например, под углом 135 градусов, тогда тоже получается яркий каскад. Здесь же у меня угол оттяжки не выше 90 градусов по отношению к голове. Слои я создаю круглой формы, то есть оттягиваю волосы по форме головы. Следующим этапом я приступаю к стрижке среднего затылочного блока. В центре вертикальным пробором я выделяю прядь, но меняю угол оттяжки. Оттягиваю прядь в плоскость и стригу вертикальными проборами по форме головы. И ранее простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Я захватываю половинку контрольной пряди и половинку новой, соединяю их и срезаю на уровне контрольной пряди. Итак, я простригла левую секцию, теперь приступаю к стрижке правой секции. Вот так это выглядит на схеме. Две верхние стрелочки на схеме – это уже простриженный блок. Здесь видно, как я поменяла угол оттяжки. Ориентируюсь на нижнюю прядь верхнего затылочного блока, она для меня будет контрольной. Создаю круглую вертикальную градуировку. Дальше я буду создавать окантовку. Голова клиента наклонена вниз. Волосы простригаю в свободном падении, фиксирую пряди волос с расческой. Создаю ровную линию. Далее проверяю баланс. После этого в каждой секции прочесываю все волосы на пробор и состригаю лишние волоски. Снова баланс и приступаю к оформлению височных зон. Диагональным пробором выделяю первую прядь на височной зоне и простригаю ее параллельно пробору. Угол диагонали может быть любым. Я выбрала невысокий. Оттяжка волос 0 градусов, срез параллелен пробору. Весь блок простригается диагональными проборами с оттяжкой к первой контрольной. После диагонали я простригаю пряди в вертикальных проборах. Это нужно для того, чтобы закруглить линию у лица и облегчить окантовку. Далее снова прочесываю все волосы вниз и дорабатываю линию. То же самое я буду делать с противоположной стороны. Определила контрольную прядь на балансе и делаю то же самое.
Линию между висками и затылком я соединю попозже. Чтобы лесенка получилась красивой, лишние волоски не вылезали, нужно немножечко пальцы направить на себя и срезать лишние волосы. Таким образом, в движении стрижка будет смотреться гармонично и не вылезут неожиданные длинные волоски. Теперь я буду соединять линию между висками и затылком, формируя окантовку в свободном падении волос. Фиксирую волосы расческой и простригаю. Волосы слегка прижимаю к шее. Делаю то же самое с другой стороны. Следующим моим этапом будет стрижка фронтально-теменной зоны. Буду ориентироваться на ранее простриженные волосы на макушке. Контрольная прядь будет в наивысшей точке головы. Начинать буду в радиальных проборах и далее продолжу стричь горизонтальными проборами. У меня будут немножко захватывать височные зоны, в этом нет ничего страшного. Пряди стараюсь выбирать не толще 1 см для того, чтобы мне был виден контрольный срез. Каждая простриженная прядь будет являться контрольной для новой. Волосы в зоне лица я буду немножечко оттягивать назад для того, чтобы сохранить длину. Эта стрижка может быть выполнена как с челкой, так и без. В любом случае она будет смотреться красиво и гармонично. При создании многослойной стрижки лучше, чтобы челка тоже была многослойной, потому что густая челка, например, с текстурной стрижкой, смотрится странно. Итак, я простригла обе стороны, и вот такой результат в мокром виде у меня получился. Теперь я буду приступать к оформлению челки. Одним срезом я определила желаемую длину по центральной пряди. Я ее не оттягивала и срезала в свободном падении. От этой пряди диагональным пробором я выделила новую прядь и срезала ее параллельно пробору. Оттяжка волос также параллельно диагонали. Пальцы фиксирую аналогично. Все следующие пряди диагоналями я подтягиваю контрольной и срезаю на ее уровне. Создаю плавную округлую линию перехода от лица. То же самое делаю с другой стороны. Теперь буду делать слои и облегчать челку. В центре вертикалью выделила прядь, оттянула ее параллельно полу и простригла. Все следующие пряди радиальными проборами я подтягивала контрольный в центр и срезала на ее уровне. Таким образом у меня образовалась челка-шторка полукруглой формы. И то же самое делаю с другой стороны. При желании можно захватить не только волосы в зоне челки, но и в зоне висков. Если волосы дотянутся, то их также можно срезать.
В этом случае стрижка получится более легкой, слоистой по всей форме головы. Далее снова прочесываю все волосы тщательно, перепроверяю окантовку, дорабатываю, если это необходимо. Я убрала небольшие уголочки с двух сторон, сделала более круглую форму, линию. И у меня получилось все ровно. Дальше я приступаю к сушке. Как бы мы тщательно ни стригли, но доработка стрижки всегда нужна. Она делается на сухих волосах для того, чтобы придать волосам желаемое направление при естественной сушке и укладке, чтобы волосы лежали так, как задумано. А также для того, чтобы добавить плавности, облегчить слои. Вот такой результат у меня получился. Друзья, спасибо, что были со мной. Пишите в комментариях, понравилась вам стрижка или не очень, это важно. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. И всем пока!